Козероги, я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. Для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на 2022 год. В работе у нас сегодня будут с вами это Таро Золотой Нити, как основные арканы, которые у нас будут показывать энергии во всех сферах жизни, и руническое Таро, при помощи которой мы будем раскрывать событийный ряд. Также в конце видео я буду опечатывать ваше желание, то, которое вы загадаете себе, сигилы вашего ангела-архангела на этот год, поэтому настройтесь. Подумайте заранее, о чем вы хотите. Если вам необходимо время, поставьте видео на паузу, чтобы вы могли настроиться на ситуацию, на ваши цели, на ваши планы, на ваши желания, и мы с вами запечатаем то, к чему вы стремитесь. Более того, поскольку видео для вас я снимаю на растущую луну, соответственно, то, что вы себе желаете, оно у вас будет прорастать, расти и умножаться. Итак, давайте с вами начинать делать расклады. Хочу напомнить, что расклад является общим, поэтому смотрите, пожалуйста, сопоставляйте, сравнивайте по Солнцу, по асценденту, какой из знаков для вас более созвучен, который вам дает больше информации, и какой, в принципе, знак для вас, знаете, как является исконным. Итак, что ожидает Козерогов в рамках 2022 года? Общая энергия в бизнесе и работе, в финансах, вопросы здоровья, вопросы личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет, что уйдет и что придет в рамках этого периода. Все арканы я вам поднесу, все будете видеть, поэтому, чтобы вы не переживали, расслабьтесь и настраивайтесь на получение информации. Итак, что вас ожидает в плане бизнеса и работы? У вас здесь ложится аркан Колесница. Сам по себе аркан Многогранен очень часто указывает как на перспективы прорыва, то есть это рост по карьерной лестнице, так и может указывать на ситуацию смены работы. Допустим, переход с одной работы на иную, либо переезд за работой. У кого-то могут вопросы иммиграции связаны с трудоустройством. Поэтому давайте смотреть, что же у вас здесь будет по факту. Какова здесь ситуация? Рыцарь мечей, девятка жезлов и рыцарь жезлов. Таковые арканы у вас идут на бизнес и работу. Здесь из-за каких-то внутренних опасений, чувства страха. У кого-то действительно по связке карт это желание перейти на новую работу, переехать из-за работы. И еще такой момент, будучи на текущей работе, искать для себя дополнительный источник заработка. Обратите внимание, почему. Потому что вы в упряжке и, знаете, движетесь в обоих направлениях. Видите, да? То есть ищите для себя какую-то подстраховку. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что это продиктовано вашими внутренними страхами, вашим смятением, вашими переживаниями. Ну, в принципе, знаете, настроением в социуме. Что идет по финансам? Здесь у нас ложится старший аркан Жрица. Сам по себе аркан никогда не указывает на финансы как таковые. Он может указывать на ситуацию, когда вы тонко чувствуете финансовые потоки, да, куда вложить или когда деньги вывести, или как пытаться их заработать и сохранить. По Жрице, естественно, это доходы, которые вы не декларируете, либо которые вы там откладываете себе в банку утрированно для того, чтобы не показывать движение ваших средств по картам, либо еще каким-то моментом. Но сейчас будем смотреть, что же здесь у вас. Пятерка жезлов, башня и шестерка жезлов. Обратите на это внимание. Более того, видите, дно колоды старший аркан суд. Почему указываю на эту карту и будем читать в связке, в совокупности? Потому что здесь у многих это будет идти борьба и за финансовые вложения, которые у вас были внесены в недвижимость, будь то вы там покупали что-то в рассрочку, там, в ипотеку, или дележка через суд имущества с вашим партнером. Но видите, финансовая сторона вопроса у вас стабильна, потому что по шестерке жезлов это карта победы. Отстоять, выиграть, добиться. И пусть вас не пугает здесь эта башня, потому что в связке, в совокупности этих карт, это то, что касается вопросов недвижимости, то, что вами было инвестировано, вложено. Пятерка жезлов, да, это карта борьбы, карта ограничений. Когда вы в чем-то вынуждены себе отказывать, либо ради покупки, ради ремонта, то есть какие-то инвестиции.
Но видите, это будет вам во благо, потому что здесь у вас идет итоговая шестерка жезлов. До дну колоды карта суд. Суд это всегда, как странно бы ни прозвучало, но то, что идет для вашего рода, для накопления, для прорастания. Вопросы здоровья. Отшельник. Не самая лучшая карта, потому что очень часто она указывает на обострение хронических заболеваний. Не то, чтобы вы на них не обращали внимания, но, знаете, все в принципе откладывали на потом. По принципу само пройдет, либо само рассосется. И вот здесь 2022 год сделать акцент на том, что все-таки пришло время. Пора задуматься о себе и о своем состоянии духа, состоянии здоровья. Будем смотреть, что же здесь по факту. Касаться в первую очередь у вас будет внутреннего состояния энергетики. Смотрите почему. У вас первый же аркан четверка кубков. Это карта эмоциональной какой-то нестабильности, апатии, хандры, оттока энергии. Вот видите, у вас солнце и шестерка пентаклей. Это нужна помощь в получении этого энергоресурса. И у каждого это будет по-своему. Отдых, восстановление, новый эмоциональный ряд, физическая нагрузка, массажи, энергопрактики, ретриты. Все то, что помогает вашу энергию раскачивать и поддерживать ее в внутреннем направлении. И, соответственно, видите, это будет влиять на ваше эмоциональное состояние. В первую очередь, знаете, как внутреннее состояние и вашего тела, и состояние души. Потому что здесь я только вижу вот этот, знаете, какой-то постоянный внутренний стресс. Об этом только здесь речь идет. Почему здесь падает карта отшельник? Ну, отшельник у нас тоже карта, знаете, попытки уйти в себя. Отрешенности, стагнации, эмоциональной закрытости. Так, вопросы личной жизни. Колесо фортуны. Колесо фортуны всегда показывает и сулит какие-то знаковые перемены. Давайте смотреть, что же это будет конкретно и как созвучно будет для каждого из вас. Так, что же у вас здесь по факту? Суд, десятка жезлов и тройка кубков. И дно колоды дурак. Итак, показываю, рассказываю. Для тех, кто у нас свободен, какова здесь ситуация? У кого-то будут сложные попытки восстановить отношения из прошлого, возродить, начать их наново, новый этап. И если вы в любовных треугольниках, то ситуация здесь, это знаете, как из одного союза уходить в другой союз. Образно говорю, например, вы были в семье, у вас здесь может идти желание, потому что надоело вот это распылять свою энергию на всех и вся. И поэтому здесь кардинальные перемены, уходить как в новый союз, который дает больше комфорта, больше эмоций, больше любви. И если у вас стабильные семейные связи, вот здесь давайте я дотяну, чтобы прояснить, что тут по факту. Что значит стабильный? То есть вы встречаетесь длительный период, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. То что здесь будет? Какова ситуация? По дьяволу. Эмоциональная, финансовая, сексуальная зависимость. Более того, видите, девятка кубков. У тех, кто в стабильных связях, то здесь смотрите, какой момент еще интересный. Кто-то из вас, кто находится вот в стабильном союзе, может для себя найти новое увлечение на стороне. Но по факту так у вас по картам идет. И как следствие по аркану правосудия это пытаться отстаивать свои интересы. У, наверное, 6% тех, кто смотрит меня на текущем этапе, может эта ситуация привести к бракоразводному процессу. Почему? Потому что захотите уйти в новые отношения, в новый союз. Так, что у вас здесь идет в плане неожиданности периода? Аркан императрица. Для женщин это карта, которая сулит, ну, во-первых, вопросы там замужества, материнства и реализации себя, становления как женщины, потому что здесь акцент на ваше преображение, на качество жизни. Это, знаете, как заняться вопросами здоровья, внешнего вида, допустим, если есть лишнего веса. Это, в принципе, поменять стиль, потому что здесь вы как в центре внимания, то есть я центр вселенной, и будете вот этим обеспокоены, озадачены. Для мужчин это акцент на супругу, на мать, на обретение второй половины, например, если у вас ее не было. Потому что здесь вот акцент на женщину, на построение союза и на плодородные отношения с ней. Потому что отношения, которые вас наполняют в первую очередь энергетически. Ну, давайте смотреть и раскрывать, что же здесь по факту. Ну, вот обратите внимание. Луна, руна Райдо, либо двойка пентаклей и королева жезлов. Это как у кого-то встроить
вторые значимые отношения, второй брак. Потому что здесь у кого-то еще как разрываться на два фронта, на две семьи. Но это в большей степени для мужчин. Для женщин это раскрытие вашего внутреннего потенциала, построение семейного очага. И здесь действительно могут идти вопросы деторождения. Вот то, что идет по этим арканам. Так, что от вас уйдет в рамках этого периода? Уходит повешенный, состояние застоя, жертвенности. Это когда вы жертвуете своими целями, планами ради кого-то, ради чего-то. То есть приносите свои интересы в первую очередь, знаете, к ногам ваших любимых людей. Давайте смотреть, что же здесь по факту. Дурак, колесо фортуны, император. Ого. Итак, что здесь уходит? Уходит здесь непосредственно по связке этих карт. Это, вот видите, отношения, которые, может быть, были знаковыми, но не принесли стабильности. Уходит здесь ситуация формата отношений легких без обязательств, потому что здесь четко уже придется принимать ответственность, нести как вопросы карму. Идет разрешение ситуации, то есть вы выходите из состояния застоя. Ну, давайте смотреть, как еще, что, допустим, если вы зачали ребенка в прошлом году, то, как показывают эти арканы, что отойдет, это то, что вы разродитесь. Хорошо. Что придет? Дьявол. Дьявол зависимости, дьявол, в принципе, это карта удовольствий, роскошной жизни. Чем за это придется платить, это уже другой момент, но тем не менее то, что вам сулит, знаете, как вопросы эйфории, радости и реализации того, что вы себе надумали. Итак, паж кубков, король пентаклей и тройка мечей. Здесь придет решение ситуации, связанной с любовными треугольниками. Обратите внимание. Паж кубков, король пентаклей, тройка мечей. То есть это отсечь соперника или соперницу, потому что здесь по пажу кубков это быть эмоционально довольным по ситуации. Что еще? Дьявол сама по себе карта зависимости. Так вот, паж кубков, король пентаклей, тройка мечей – это борьба с зависимостями пищевого характера. Единственный момент, что если вы употребляли какие-то седативные препараты, скажем так, плотно на них сели, то это проработка медикаментозных зависимостей. Но здесь не про наркотики, не про алкоголь. Хорошо. Что у вас карта года, карта совет? Карта года. У вас император, карта совет, аркан смерть. Карта года, карта стабильности, карта контроля, карта становления, обретения партнерства. Для женщин в большей степени. Для мужчины это как быть в статусе супруга, либо в какой-то вот это социальный статус новый, на работе, новые полномочия, стать отцом, то есть нести ответственность. Давайте смотреть, как для вас будет раскрываться эта ситуация, что она вам по факту сулит. Что же здесь? Так, пятерка мечей, паж мечей и девятка жезлов. Здесь тоталитарно отстаивать свою ситуацию, свое видение, цели, планы на жизнь. Более того, по императору это принимать какие-то ограничения социальных масштабов. Я не могу сказать, что это войны, катаклизмы, но это ограничения политического характера, которым вы должны будете, знаете, как подстроиться, потому что пятерка мечей, паж мечей, девятка жезлов, то, что навязано социуму извне и может влиять, по сути, на всю вашу жизнь, на какие-то цели, планы. Еще, если здесь у кого-то могут быть эти какие-то судебные иски, решение проблемы, здесь нет вопросов заточения, но это то, что вам может хорошенечко подпортить нервы, подпортить вашу репутацию. Но в большинстве своем это в первую очередь через конфликт, через анализ ситуации, найти верный путь и решение ваших проблем, брать контроль над своей жизнью. У вас карта совет ложится здесь старший аркан смерть. Карта трансформации, карта изменений. Давайте смотреть, в чем конкретно эти изменения у вас будут. Колесница, туз кубков и звезда. Прекрасные карты, потому что у кого-то это кардинальные перемены в жизни, связаны с переездом, с повышением на новый уровень жизни, потому что здесь в первую очередь это как социальный, карьерный рост, новая должность. Звезда – это в первую очередь и раскрытие вашего потенциала, талантов, новые возможности. Это
в первую очередь вопросы медийности, известности. Это для вас, знаете, как быть в центре внимания. Но и здесь действительно это как новые эмоции, новый союз, который вам дают реализацию и раскрытие вашего внутреннего «я». Так, сейчас мы с вами будем доставать аркан вашего ангела, архангела на этот год, а вы перед этим подготовьтесь, подумайте о том желании, о той цели, к которой вы стремитесь. Сейчас я возьму колоду. У вас сложится здесь старший аркан Солнце. Либо, видите, это карта справедливого Бога, тот, кто продлевает жизнь, тот, кто помогает справиться с какими-то неурядицами. То есть это и конфликты, и это в первую очередь преобразование качества жизни. Поэтому здесь это, знаете, как обращение к высшему ангелу-архангелу Михаэлю, который вам помогает и будет вас хранить в начинаниях и изменениях, связанными с вопросами личной жизни, деторождения, либо нового социального статуса, то есть перемен, карьерного роста. Если мы с вами проанализируем в целом расклад, у вас знаковыми события те были, которые начались у вас в прошлом году, то есть то, что вот ушло, да, и отголоски будут в этом году. И сейчас я смотрю, что здесь еще. Итак, то, что отходит, вопросы личной жизни и вопросы карьеры. Вот это для вас такие две важные темы на этот период, на этот год, которые вас действительно будут занимать, тревожить, увлекать и куда вы будете вкладывать весь свой потенциал. Но сейчас я про себя тихонечко читаю оговор. Вы подумайте о том желании, которое для вас является значимым, та цель, тот план, и будем с вами его запечатывать. Я в любом случае все негативные арканы для вас перекрываю позитивными, чтобы в вашей жизни отыгрался исключительно благоприятный, позитивный ряд, были значимые, яркие, положительные перемены. И вот там, где, скажем так, ситуация хромает, вот ее мы с вами будем корректировать для того, чтобы она у вас была со знаком плюс. От вас, как всегда, по прошествию времени я буду ждать обратной связи, как для вас отыграется данный расклад, данная информация, насколько будет для вас полезной, позитивной, значимой. Поэтому оставляйте ваши комментарии. Ну а для тех, для кого актуальны мои индивидуальные расклады, либо же обучение на картах Таро, то ссылочки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Итак, ключевыми я для вас закрываю арканом Солнца с колесом фортуны, чтобы это были знаковые перемены, и колесницей, как движение вперед, как резкий прорыв, новые возможности. И здесь, соответственно, тоже. Но поскольку у вас там не совсем ясная ситуация в плане личной жизни, поэтому давайте так, чтобы у вас там все стабилизировалось и было так, как надо, мы для вас сейчас закроем вот так. Здесь императрица, а на дне колоды у нас будет император. Для целостной пары любящих людей. Ну и для тех, кто стремился и желал, чтобы была ситуация плодородия. Это очень важно. Мои хорошие, мои родные, я вам искренне желаю благодатного, радостного, положительного года. Пусть вас действительно не пугают никакие новые перемены, как социальные, мировые, личностные. Самое главное, сохраняйте спокойствие духа, оптимизм, радость в душе. Любви вам, счастья, здоровья и благосостояния. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.